Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. И пришла очередь поговорить по поводу очередного корабля в Star Citizen. И у нас сегодня на очереди корабль Cutlass Black. Производитель этого чуда, Drake Interplanetary, позиционирует его как рабочую лошадку универсала, которая подойдет для всего, как бой, торговля, вылазка с компанией и так далее. И не будем забывать, что у корабля Cutlass много разных модификаций, но рассматривать будем мы версию Black. Также имеются версии Cutlass Red медицинский, Cutlass Blue полицейский и Cutlass Steel для наземного штурма. Наша версия хороша для всего, а на нем вроде как я целый год откатал и попробовал на нем различный геймплей. Интерьер корабля грустненький. Есть доступ к 6 посадочным местам прямо у входа в корабль. И в этом помещении есть еще 2 двери от маршрутки. И все. Ничего больше не покрутить, доступа к модулям нету. Но дальше уже идет следующее помещение, где есть доступ к обитаемой турели, которая имеет 2 пушки 3-го размера, что довольно неплохо, но я не сторонник обитаемых турелей, как и турелей вообще. Лучше к вам приедет человек на еще одном корабле, как по мне. Кровать в наличии, доступ к внутреннему хранилищу на 1,5 миллиона единиц в наличии, и да, есть доступ к инженерному терминалу. И 2 посадочных места в носу для первого пилота и за ним для второго. Что в плане кабины, точнее главного кресла пилота? Тут у нас 3 программируемых монитора, немного, но что есть, то есть. Посередине находится радар, слева от него отображение со скоростью, справа от него отображение с запасом буста для вашего корабля. И все это выглядит очень аналогово и допотопно, что имеет некий шарм. Не все крутилки, говорю, работают сразу, и есть волшебный вентилятор, который будет вас обдувать, даже когда вы в шлеме. Зачем он, я не знаю. Также имеется возможность открытия-закрытия всех ваших дверей через кабину, что неплохо. По поводу двигателей и его маневренности. Не забываем, что у двигателей есть 3 назначения. Маршевые основные, которые двигают корабль вперед. Маневровые, которые направляют корабль вправо, влево, вверх, вниз и позволяют крутиться. И противоходные, которые тормозят наш корабль. И, кстати, у этого корабля есть еще возможность изменить направление главных двигателей вниз, что поможет при взлете и посадке, но это не особо критично. При сравнении различных характеристик будем смотреть на его одноклассников. Фрилансер обычный и C1 Spirit. И да, двигатели через тире, потому что имеют разную мощность, как от и до. Если нужно, напишите, буду суммировать совокупную мощность всех маневровых двигателей в дальнейших видео. И здесь же вам и масса кораблей, и наш держится посередине. Но это были цифры. А что по ощущениям? Как ни странно, мне всего хватает. Пример полета на микротече. Нормально поворачивает, держит скорость, меняет направление, но, конечно же, не как легкий истребитель. Пустынная планета Деймар. Также все на уровне и планета Йола или Ела, как правильно, не знаю, напишите. И все это в боевом режиме. И на мое удивление, в крейсерском режиме, где доступен квантовый двигатель и более большая скорость. Корабль на высоких скоростях ведет себя нормально, а не как Гладиус из предыдущего обзора, где его болтало. Связано с тем, что, кажется, Cloud Imperium Games экспериментирует с полетной моделью. Как-никак нас еще ждет аэродинамика, если они не прикрыли эту идею. Для корабля таких размеров и веса управляется бодро в атмосфере. А в космосе все прекрасно, пока вы не захотите покрутиться против легких истребителей. Какие у нас модули? Щит 2 размера, силовая 2 размера и кулеры 2 размера, 2 штуки, кстати. Квант там тоже 2 размера. По выживаемости корпуса у него 28 762 единицы, а щита можно набрать на 6170 единиц. И, конечно же, таблица с его одноклассниками для вас, и все эти таблицы будут лежать в моем телеграм-канале, ссылочка на пост в описании, и таблиц будет много, чтобы вам было проще сравнивать. Грузовая сетка у Cutlass рассчитана на 46 единиц, у Spirit 61, у Freelancer 66. У Cutlass через сиденье второго пилота, кстати, есть доступ к тяговому лучу для упрощения погрузки. У Spirit тоже он есть, но я не помню, есть ли он на Freelancer. И в Cutlass без проблем влезает машинка для майнинга, ну и техника поменьше, как и в Spirit. Так же, как и в предыдущем обзоре на Gladius, взял корабль и прогнал его на разных пушках в Arena Commander. У нашего красавца 4 пушки 3-го размера и еще турель на 2 пушки 3-го размера, что имеет уже неплохой секундный залп. Лазерные репитеры показали себя, как всегда, прекрасно, правда, проблема лазерного вооружения у нас
на поверхности. Не получится долго держать зажатую кнопку стрельбы, нужно, чтобы зарядилась, но боезапас бесконечный. Лазерное орудие из-за небольшого размера имеет хорошую скорострельность, что позволяет вести огонь не по мелочи и прилетает так довольно неплохо. Лазерные дробаши, при условии, что вы попадаете, прекрасны, но стрельба по мелочи проблемна. Гатлинги очень эффектны, но не особо эффективны в силу своего размера. В том плане, что в Arena Commander, где я это тестировал, ко второй волне у меня уже кончился боезапас. С кинетическим орудием дела обстоят получше, но опять-таки боекомплект малый, а дробовики не зашли. Тем более не стоит забывать про маневренность корабля. Это не для него. Мой вам совет. Берите лазерные репитеры или лазерные орудия и не парьтесь. С одноклассниками справляется на ура. А вот на Hammerhead я бы, естественно, не полез. И маневренный бой против мелочи — это не его дело, но он сможет. С ракетным вооружением тут все хорошо. 6 точек креплений под ракеты 4-го размера. То есть у вас будет 6 ракет 4-го размера, 12 ракет 3-го размера, 24 ракеты 2-го размера или вообще 48 ракет 1-го размера, что приятно. Если нужно сравнение ракет с одноклассниками, дайте знать, просто про Гладиус такого вы не запрашивали, а я спрашивал. И если хотите поддержать меня и канал, то ссылочка на донат в описании. Как-никак создание видео по Star Citizen — это дело совсем не быстрое. Этому кораблю могут отломать ходовые движки, тогда все будет грустно, и, конечно же, могут снести боковые части на носу, на которых стоят в сумме 2 пушки. Будьте аккуратны. И да, управляемость при потере частей, конечно же, будет страдать. Что там с заметностью корабля? Важный момент. Под заметностью корабля я имею в виду совокупность теплового излучения, электромагнитного излучения, ну или сигнатуру, как вам удобнее, и поперечное сечение. В нашем случае по теплу 10 тысяч, по электромагнитному 11,6 и поперечное сечение корабля 13,7. У его одноклассников следующие характеристики, вот таблица. Это значение в стоке. Корабль, конечно, не стелс, но значения лучшие в классе. После выхода системы Pyro в почти версию Live всем кораблям бустанули дальность кванта. Здесь она в стоке 112 гигаметров при скорости 200 тысяч километров в секунду. Если хотите выжать максимальную скорость, то она будет 324 тысячи километров в секунду, а дальность, на удивление, возрастет до почти 164 гигаметров. И это же значение дальности является максимальным, учитывая модули, которые есть сейчас, что удивительно. Ну и, конечно же, таблица с его одноклассниками в стоке. Стоимость корабля не маленькая, так как все корабли стали дороже, ибо в очередном патче Cloud Imperium Games решили поменять стоимости всего, и, конечно же, награды и прочее. Так вот, 2 миллиона 116 тысяч он стоит, а если за реальные деньги в магазине, то $150. И таблица стоимости с его одноклассниками. Итог. Относительно дешевая рабочая лошадка. Хороший универсал, который будет отличным вариантом для старта в случае покупки стартового пакета. И торговля, и майнинг с помощью машинки, все это он может. Неплохая боевая мощь тоже имеется. Правда, есть конкуренты. Спирит везет больше, но имеет меньшую огневую мощь, но зато гораздо больше хп корпуса. И фрилансер, который имеет гораздо больше щитов, но не имеет возможности вести технику, которую может вести и Cutlass, и Spirit. Я на Cutlass Black отлетал немало и смело советую. Хороший корабль, с очень неплохим дизайном, кстати. Как и все корабли от Дрейков. Топ за свои деньги. Ждем Дрейк Кракен и ожидаем релиз игры. Пишите, что добавить в обзоры кораблей или что убрать. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся в космосе.